Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. Сегодня мы прогуляемся по заброшенным базам отдыха на берегу Рижского залива. Посетим известный пионерлагерь Североникель и еще одно место, весьма хорошо сохранившееся до наших дней. Приятного просмотра! Ух ты! А тут прям чистенько. А вот и он. Тот самый заброшенный пионерский лагерь Североникель, который много людей просило показать. Тут когда-то был фонтан, насколько я понимаю. Размеры, конечно, впечатляют. Особенно для лагеря. Что ж, когда-то здесь могло отдыхать вплоть до 1000 детей в одну смену, насколько я слышал. Посмотрим, что же внутри. А внутри, к сожалению, уже мало что сохранилось. Что интересно, заброшен этот лагерь был, наверное, как минимум лет 15 назад. И более того, я видел видео одной компании сталкеров, которые были здесь, внимание, 9 лет назад. И уже 9 лет назад здесь было примерно такое же состояние везде. Все так же разграблено, разбито. Получается, в одной такой комнате было 3 спальных места. Довольно компактно. Что ж, все комнатки плюс-минус в одном и том же состоянии. И найти можно разве что кровати. Вообще, когда-то все это принадлежало очень большому заводу Североникель, который находится в России, в Мурманске, и занимается металлургией. И в советское время сюда присылали детей рабочих, чтобы они отдохнули на Балтийском побережье и впитали в себя теплые лучики летнего солнца, потому что в Мурманске, на севере России, весьма и весьма прохладно, даже летом. Это здание, кстати, похоже на столовую. Попробую спуститься, посмотреть, что же здесь еще есть интересного. Территория лагеря на самом деле очень внушительных размеров. Я так думаю, что это даже был один из самых больших лагерей для отдыха вообще на территории Латвии. Хотя я могу и ошибаться, конечно. Все это, я так понимаю, тоже домики для детей были. Причем на каждом домике изображено какое-то животное.
Вот это вот дом с медведями. А вот дальше лучше, похоже, уже и не идти. Вот это, похоже, когда-то была столовая. Хотя я думаю, что, учитывая количество детей, которые здесь находились, здесь было как минимум несколько столовых. Собственно, я был прав. Здесь, похоже, готовили еду, а вот здесь ее выдавали детям. И тут они уже кушали. Что ж, а вот и тоннель, ведущий прямо от лагеря к пляжу. Думаю, что многие, кто здесь отдыхал, однозначно его вспомнят. Эх, вот так, казалось бы, теплый летний день, солнышко, свежий воздух, сосны, хорошая компания, вкусная еда, посиделки у костра вечером. Ну что еще надо для счастья? Есть в этих краях еще один интересный заброшенный лагерь. Попробую его поискать. Вроде как он сохранился гораздо лучше, чем Североникель. А вот и еще одна заброшенная база отдыха. Тут когда-то было футбольное поле, но сейчас оно заросло уже травой. Давно здесь, конечно, никто не играл. Это была уборная. И, соответственно, место, где можно было помыть руки. А вот и первое здание. Кстати, выглядит вполне неплохо, даже стекла почти все целые. Конечно, я далеко не первый здесь, но все же. Ух ты! Холодильник Днепр. Ой, там уже крыши нету. А, здесь тупик.
Утюг интересный, кстати. Тут было что-то вроде маленькой кухни. И кто-то даже поставил тазики. Но это, конечно, не помогло. Рижские. Впрочем, как и обычно. Радио Вера. Чем черт не шутит. Но нет. Ой. Пол прямо под ногами проваливается. Журналы по красоте. Может быть, здесь будет год? Да, 2012. Впрочем, да, это самые различные журналы. Не такие уже старые. Тетрадка по программированию, что ли? Игральные кости. Чья-то форма. Природа, конечно, с каждым годом берет свое. Если оставить здание на произвол судьбы, пройдет время, и вы не заметите, как от него ничего не останется. И уже проще будет его снести и построить заново. Глиняная посуда. А больше, впрочем, ничего интересного. Столы. Опа. Вино охотничье. Вот это да. Это, наверное, еще со времен Советского Союза. Жаль, не написано, какого оно года. Но выглядит очень древним. И снова 2012. Получается, этот лагерь заброшен немногим больше 10 лет. Вот вам и ответ. За сколько времени здание приходит в негодность и в аварийное состояние. Впрочем, даже не знаю, на что здесь обратить внимание. Похоже на мед. А некоторые комнаты еще весьма в неплохом состоянии.
Еще одна комнатка. Но мы идем дальше. Водонапорная башня тут своя, похоже, была, которая обеспечивала водоснабжение в лагере. Что ж, этот лагерь был явно поменьше, чем Североникель. Но все же, я думаю, что пару сотен детей здесь за одну смену точно отдыхало. Стоп, что? Это бункер? Да ладно. Быть не может. Гермодверь. Это реально бункер. Бункер в лагере. Вот что я ожидал. Чего я не ожидал, так это увидеть бункер. Хоть он и пустой. Хотя, учитывая то, что в те годы была так называемая холодная война и была высока вероятность ядерной войны, и надо было быть всегда готовым, то вполне неудивительно, что даже в лагере было бомбоубежище. Конечно, весьма небольшое. Я думаю, что человек на 100 максимум. Вот в таких домиках, похоже, уже жили дети. И снова я уже вижу лаз внутрь. Вот это да? 2014. То есть это здание было закрыто 2 годами позже, чем прошлое. И, конечно же, кто-то тут уже навел кавардак. Хотя, что удивительно, но даже до сих пор осталось белье. Постельное, подушки, все одеяла. Казалось бы, сделать небольшой ремонт, здесь все прибрать. И можно приходить и снова жить. Особенно летом, когда здесь тепло, хорошо, уютно. Совсем рядом море. Это, возможно, была комнатка вожатых. Она так немножко отдельно от всех расположена. Умывальнички для ног. Все было продумано. Как заботиться о зубах. Плакат. А тут, наверное, уборная, что ли? Да, здесь уборная. Причем более культурная, чем та, что я видел на улице. Часть здания этой базы отдыха, кстати, уже демонтирована. Остались только фундаменты. Возможно, столовая как раз-таки снесена, потому что я ее тут что-то не видел.
Площадка для игры в баскетбол. Еще один дом. Такой же, как прошлый, только зеленый. И снова я вижу лаз. Получается, одна такая комната была на 10 детей. Тут кто-то строил баррикаду, что ли? А, не, это для того, чтобы залезть на чердак. Надо будет и мне туда заглянуть. Тут снова уборная. Как правильно дезинфицировать руки? Ну, то есть мыть. Интересные пластмассовые кружечки. Для холодной воды написано. Красный, что ли, для горячей? А нет, тоже для холодной. Такс, а зеленая? А на зеленой написано для продуктов питания, что ли? Ну, типа пить воду из них можно было, по-латышски написано. Сейф. Ух ты. А тут прям чистенько. И крыша не течет. Вот действительно, поставить лампы, помыть полы, поменять белье постельное, и можно жить. Ну так, опять же, в теории. Ведь это место, где расположены эти лагеря, называется Саул-Красте. В переводе с латышского языка «Солнечные берега». Сейчас, конечно, это скорее дождливые берега, нежели солнечные. Но летом здесь вполне себе хорошо. Уже, наверное, 5-я комната по счету такая. Значит, минимум 50 детей в одном таком доме было. Фотографии кто-то разложил, заботливо подготовил. Одинокий зайчик сидит. Что-то про динозавров, что ли. Причем на немецком языке книжка. Про первобытных людей, наверное. Да, охота на динозавра. Только я, конечно, сомневаюсь, что дети, которые тут отдыхают, знали немецкий. Но, возможно, им здесь его преподавали. Похоже на разбросанный склад игрушек. Свечки в форме букв. 4 годика.
Маленький бильярд. Эх, жаль, что здесь все раскидали, конечно. Снова свечки. 10, что ли? 50. 50 лет кто-то здесь, получается, праздновал. Может, кто-то из родителей. Ура! 5-й смене. Наша смена самая прикольная. Круче нет. Мы рулим. Да, когда-то здесь отдыхала 5-я смена. Пластилин, кстати, совсем застывший. Очень жаль, что люди, приходящие на заброшенные места, так себя ведут по-свински. Здесь все разбрасывают. Что ж, ладно. Такое у нас видео получилось сегодня про заброшенные базы отдыха. Все самое интересное я вам показал, что здесь было.